Чаще всего изменение цены происходит под воздействием новостей или на их ожидания. Поэтому, прежде чем приступить к торговле, надо оценить экономический фон дня. Вторым этапом определения фона будет углубленный анализ поведения цены на дневном таймфрейме. Для этого оцениваете направленность последней свечи графика, и если тело свечи занимает примерно 70% от всего диапазона, значит цена была в тренде. Если тело небольшое, значит в предыдущий день движение было в боковике или разворотном. Дальше оцениваем волатильность. Условно дни можно разделить на три группы: высоковолатильный, средневолатильный и дни с низкой волатильностью. Если у волатильной свечи высокая направленность, называем ее доминирующей. Чаще всего после доминирующей свечи цена еще день-два идет в тренде. Для развернутого анализа надо поведение цены рассматривать в динамике. Для этого сравниваем последние 2 дня между собой. На графике нефть Brent, 20 августа текущего года. По сравнению с предыдущим днем движение вниз усилилось. Цена обновила локальный минимум, диапазон средний. Направленное движение вниз продолжается уже 3 дня. Использовать свечной анализ можно только в связке с уровнями. Поэтому следующим этапом отмечаем горизонтальные уровни. Графические уровни можно разделить на 2 типа. Первый наиболее редкий – точечный локальный разворот, когда изменение цены произошло в одном конкретном месте. При локальном развороте восходящего движения образуется уровень сопротивления. Второй разворот сформирован зоной. Определение зон сопротивления и поддержки – один из важнейших навыков. Покажу несколько вариантов, но не воспринимайте их как догму. Схемы даны исключительно для понимания общего принципа. Навыку определения уровней стоит уделить достаточно времени для освоения. А эти схемы помогают лучше понять, как определять разворот от зоны. Обратите внимание на первую картинку. Уровень может быть сформирован разным количеством свечей. Главное, чтобы места разворота были в одном диапазоне. Возвращаемся к примеру. Посмотрим, как отметить уровни на реальном графике. На прошлом этапе отметили трендовое снижение на протяжении последних 3 дней. Снижение длилось дольше, но выраженный тренд был только в эти 3 дня. Посмотрите, как поменялась картинка после того, как добавили уровни. Теперь хорошо видно, что цена достигла поддержки, значит короткие сделки на этом этапе будут запрещены. Далее оценим тренд. Поначалу может показаться, а что тут думать, тренд вниз. Но не спешите, здесь не все так просто. Традиционное определение восходящего тренда – повышающиеся максимумы и минимумы. Но в реальности картинка выглядит не так красиво. В жизни мы видим, что тренд есть, но сказать, что максимумы и минимумы повышаются, нельзя. Какие-то повышаются, какие-то нет. Поэтому для определения понадобится более точное правило. Предлагаю следующий вариант. Тренд вверх – это серия повышающихся ключевых максимумов и минимумов. Ключевыми называют те, которые отвечают простому правилу. Каждый следующий выше предыдущего. Посмотрим на примере максимумов. Второй выше первого, третий выше второго, четвертый выше третьего и так далее. Таким образом, тренд вниз – это серия понижающихся ключевых минимумов и максимумов. Посмотрим на примере минимумов. Второй ниже первого, а третий ниже второго. Теперь у нас есть правило для определения тренда. Оно работает на любом таймфрейме. Возвращаемся к графику нефти. Отметим мысленно ключевые максимумы и минимумы. Ослабление тренда произошло в тот момент, когда цена не обновила максимум и пробила последний ключевой минимум. Такая ситуация на старшем таймфрейме может привести к развороту, но гарантированно ослабит тренд. Теперь мысленно отметим ключевые точки зарождающегося тренда вниз. Движение вниз резкое, но не такое длительное, как рост. Добавим на график определенный ранее уровень. Тренд восходящий, от уровня поддержки можно открыть покупку, если увидим на младшем таймфрейме тренд вверх. Но если цена пробивает уровень поддержки, есть серьезная предпосылка к смене тенденции, и тогда на младшем таймфрейме будем искать точку входа для шорта. Какие здесь лучше всего использовать точки для входа? Самый часто встречающийся паттерн для входа в сделку – откат. После того, как определили уровень и тренд, ожидайте формирования отката. Флаг реже формируется, но зато дает сильное движение. Треугольник еще реже возникает на графике, но пробой границы приводит к сильному импульсному движению. Возвращаемся к графику. До этого мы проанализировали нефть на старшем таймфрейме, а сейчас перешли на рабочий таймфрейм 5-минутку. Сначала отмечаем актуальные уровни, дальше актуализируем выводы старшего таймфрейма. Реальность всегда разнообразнее и интереснее наших предположений. В данном случае нужно обратить внимание на шип, который проколол зону уровня 65. Помните, совсем недавно говорил, что если цена пробьет поддержку зоны 65, то заявки Sell Stop и Stop Loss активируют снижение, и можно будет сказать, что восходящее движение сломалось.
А сейчас видим, что цена пошла ниже 65, но встретили ее агрессивные покупатели, выкупившие заявки продавцов и толкнувшие цену вверх. Этот шип – серьезная предпосылка к возврату тренда вверх. Подведем промежуточный итог. Если цена останавливается между зоной 66 и 65, сделки не открываем. Если пойдет ниже 65, скорее шорт. Если идем выше 66, подтверждается возврат растущего тренда. Покажу на примере плана в лонг, как намечать место для входа. Раз чаще всего формируется откат, с него и начнем. Покупку можем открыть только в зоне лонга. Поэтому ждем формирования отката на ближайшем уровне. Но что, если цена сформирует флаг под уровнем? Верно, мы не будем оценивать эту ситуацию как стопроцентный шорт, потому что цена встала под уровнем в подобие боковика. Но и входить в лонг от нижней границы флага тоже рано. Поэтому откроем сделку на пробой верхней границы и флага. Опять же, если это произойдет, пока это только планы. Думаю, вы уже догадались, как будем входить в случае треугольника. Конечно, на пробой верхней границы и уровня. Помним, что пока это просто план. Посмотрим, как ситуация развивалась дальше. В реальности цена формирует откат выше уровня и пока нашу лимитную заявку buy limit не цепляет. План не срабатывает, но это нормально, потому что в трейдинге срабатывает в лучшем случае один из 5 намеченных входов. Главное всегда спокойно ждать правильного входа, а не поддаваться эмоциям. План не сработал, но что важного мы сейчас увидели? Правильно, в главном наша оценка пока была верная. Уровень 65 сдержал цену, и сейчас время работать в лонг. Входить без плана нельзя, поэтому сейчас намечаем новый план для входа. Флаг и треугольник в этой ситуации не актуальны. Остается вариант отката. Если после пробоя сформируется откат, нужно будет правильно выставить стоп и затем управлять сделкой. Вот об этом сейчас и поговорим. Все начинается с первоначального риска в сделке. Наша задача поставить стоп так, чтобы его не зацепило с большей долей вероятности. В случае отката стоп выставляем за уровень. Для флага допустимы два варианта. Первый агрессивно, за пробитый уровень, а второй консервативно, за границу флага. В случае треугольника, как и с флагом, допустимы два варианта. Агрессивный за пробитый уровень и за сформированный откат. Если сделка не была выбита по стопу, начинается второй, очень важный этап – управление позицией. Об этом сейчас расскажу подробно на примере отката. Увидели консолидацию на уровне и открыли покупку в направлении текущего локального тренда, стоп поставили под уровнем. Цена идет в нашу сторону. Будем что-то делать. Вопрос не такой простой, как может показаться, потому что с одной стороны можно перенести стоп выше покупки, чтобы избежать убытка, но с другой стороны сейчас стоп стоит за уровнем, а перенесенный повиснет как бы в воздухе без защиты. Я эту задачу предлагаю решить по-другому. Когда цена сформирует новый максимум, можно выставить цель на хай и закрыть часть позиции. Таким образом, не перенося стоп-лосс. В сделке уже не будет риска, потому что оставшийся риск перекрывается прибылью от закрытой части позиции. После того, как цена обновила максимум, и только после этого можно переносить стоп под сформированный минимум. Возвращаемся к нефти. Откат начал формироваться, поэтому можно выставить лимит на покупку. Первоначальный стоп будем размещать под уровнем. Длинная сделка открыта. Стоп-лосс выставлен. Цена сформировала новый максимум. На этом уровне можем разместить первую цель по сделке. Стоп либо переносим немного выше входа, либо оставляем на месте. Первая цель закрыта, цена обновила предыдущий максимум. Сейчас самое время перенести стоп-лосс. Если не хотим, как сумасшедший профессор, каждый день начинать с чистого листа, забывая о проделанной работе, нам понадобится механизм, помогающий постоянно развиваться как трейдер. Лучшее, что придумано на сегодняшний день, метод анализа результатов работы. Начинать нужно с вопроса о том, как все должно было быть по нашей оценке. Далее проговариваем, что произошло на самом деле. Следующим вопросом мы отделяем важные моменты, по которым план отличается от реальной ситуации. Все предыдущие вопросы нужны только для того, чтобы подготовиться к ответу на последний. Нам очень важно извлекать из каждого торгового дня полезный опыт и фиксировать его, чтобы раз за разом становиться лучше, профессиональнее. Без ежедневного анализа можно годами топтаться на одном месте, не получая заслуженного профита на рынке.